У нас сегодня пациент Александр пожаловался на боли в левой пяточной области, которые возникают при ходьбе. Мы решили протестировать мышцы нормотоничные, но в позиции лежа пациент не жалуется на боли. Мы делаем вот такое движение и получается гипотония. Для чего нужна боль в пятке? То есть, когда он наступил на ногу, появилась гипотония мышц нижней конечности. Гипотония будет и задней поверхности, и передней поверхности. Что происходит, когда он наступил на ногу? Гипотония, я дал сюда укол, это все восстановилось. То есть мы имеем место дисфункция внутрисуставного палеорецептора в левом голеностопном суставе и компенсация в области пяточной кости. Сейчас мы уберем эту проблему и посмотрим, что может запускать ее в организме. У нас по-прежнему мышца нормотоничная. Я делаю вот такие движения, и все держится. Но, возможно, что-то в организме запускает ее. Мы просим подвигать. У Александра была операция в области нижней челюсти. Попросим пожевать. Пожуй, пожалуйста. Все. Мы тестируем. Мышца нормотонична. Снова хлопок. Мышца снова слабая. То есть оперативное воздействие в области нижней челюсти запускает такой каскад дисфункций. Проверим стабилизаторы позвоночника. Квадратная мышца поясницы с правой стороны. Мышца гипотонична. Аддукторы с левой стороны. Гипотония. Придавливая эту зону. Мышца восстанавливается. Мышца восстанавливается. То есть воздействие и неустранимая дисфункция рецептора в этой зоне создает каскад дисфункций, который может приводить к болям в области голеностопного сустава, коленного сустава, поясничного отдела позвоночника. Я тестирую мышцы верхней конечности, стабилизатор. Есть гипотония. Гипотония, причем это гипотония с двух сторон. Если наш пациент нагружает верхний плечевой пояс, то, соответственно, он придет с жалобами на боли в плечевом суставе, локтевом суставе, лучезапястном суставе. Придави эту область. Мышца восстанавливается. Мышца восстанавливается. То есть после любой травмы, любого оперативного вмешательства пациента необходимо восстанавливать путем восстановления рецепторных полей. Если эту дисфункцию не убрать, то данная картина будет присутствовать всю жизнь и будет создавать дискомфорт у пациента. Мы находим модальность рецептора в этой зоне, это рецептор тупой боли. Причем, если я сейчас уменьшу степень распространенности этой дисфункции, мышцы восстановились, мышцы восстановились. Как здесь боль? Не болит. Здесь? Есть. Меньше? Я возвращаю эту проблему. Сильнее болит. То есть мы нашли несколькими путями через восстановленные мышцы, через наличие и усиление болевого синдрома у пациента ту зону, которая запускает этот каскад. Мы находим модальность компенсаторного рецептора и находим расположение этого рецептора.
происходит полное восстановление. И только таким способом можно обеспечить полное физиологическое восстановление пациенту после травмы операции. Держи, держи. Как боль? Ну, чуть-чуть легче. Легче? Мгм. Здесь.